Кузьма, домой! Всем привет! Большое путешествие из Москвы в Ярославскую Тверскую область прервалось, и мне пришлось вернуться в Москву. Я уже проехал такие города, как Углич, Сергиев Посад, Рыбинск, Мышкин и Калязин. Но это еще не конец. Я обязательно доеду до Твери и сниму об этом видео. А сегодня предлагаю вам погулять со мной в горках Ленинских. Посмотрим, где жил вождь мирового пролетариата. Пройдем через курганы Вятичи, покажу деревню, которую не существует, аллею пропаганды и многое другое. Погнали! Чем известны Ленинские горки? Стоит усадьба дворянская, потом в ней проживал Ленин, плюс на территории Ленинских горок есть киногородок, кинодеревня, где снимались фильмы. И все это мы с вами сейчас посмотрим. Вход, насколько я знаю, на территорию саму бесплатный, но чтобы посещать разные локации, музей-заповедник Ленинские горки, то нужно будет платить. Ну, на месте сейчас все посмотрим. Так, горки Ленинские, архитектурный пригород Южная долина. Судя по карте, Ленинские горки это что-то вроде рабочего поселка. Сервис, машины, автомойки. Вот такая дорога ведет. С левой стороны лес. С правой тоже лес. Сегодня на улице градусов 10 показывает. Прохладненько. Но солнышко прогревает, в любом случае комфортная прогулка обеспечена. Ну, походу я уже въехал в рабочий поселок. Я люблю Ленинские горки, написано. Детская площадка, большой храм. И вот это, наверное, въезд. Да, это въезд. Добро пожаловать в музей-заповедник Горки Ленинские. Вон там кассы, туалет. КПП номер 1. Да, все, тогда ставлю машину и идем с вами пешком гулять. Вот здесь надо припарковаться. Есть большая парковка, но на самом деле для Москвы это очень маленькая парковка. Если сюда приедешь, наверное, в выходной день, встать будет негде. Еще раз вам вид на храм. Ох ты, колокольный звон. Опоздал я. Так, смотрите, вот она карта. Я нахожусь здесь. Вот вся территория. Так как сегодня вторник, то музей не работает. Но вся территория, в принципе, доступна для посещения. Вход на территорию музея, вернее, да, вход на территорию комплекса стоит 100 рублей. Но с июня будет 150 рублей. Летом дороже. Территория огромная. Часа 2-3, я думаю, сегодня здесь погуляю. Есть бесплатный мобильный аудиогид. Сканируйте штрих-код, все, у вас аудиогид в кармане. Что-то я погорячился, сказал, что сегодня тепло. Здесь прям прохладно. Уже, наверное, градусов 10 и ветерок. Холодный ветер. С чего начать? Начнем, наверное, с киногородка, я думаю, потому что он здесь ближе всего от входа, там, где я заехал. Поэтому начать надо с него. И уже идти вглубь, мимо усадьбы. Расскажу сегодня про усадьбу, расскажу про Ленина. И пойдем еще в кинодеревню. В общем, будем гулять и наслаждаться. Так, это научно-культурный центр, музей Ленина. Все, прочитали? Идем дальше. Эта территория похожа на загон для лошадей. Потому что вот ограждения такие, что-то подобное снимал, видел, вернее, в
в Сербии на конной базе. И вот это ограждение было под напряжением, чтобы лошади не убегали. Конечно, если бы здесь лошади ходили, было бы вообще прекрасно. Гуляю по аллее Ленина. А Ленин здесь гулял, когда бывал в Горках в первый раз. В общем, большой-большой огромный парк для прогулок. Люди гуляют с собаками, кто-то с детьми гуляет, кто-то просто вот один. Или как я, блогер. Птички поют. По краям аллеи стоят вот такие тоже плакаты. Можно посмотреть, где какие экспонаты представлены. Вот этот автомобиль, кстати, тоже здесь представлен. И это тот автомобиль, который специально приобретали для Ленина. Это Rolls-Royce, по-моему, марки. И он на нем ездил. Приделали гусеницы назад, вперед поставили лыжи. И после смерти Ленина он здесь и остался. Им больше никто не пользовался. А вообще музей-заповедник Горки Ленинские, это когда-то было имение дворянского рода Спасителевых. Это самые первые собственники этих земель. И называлось оно тогда Вышние Горки. В имении они построили свой усадебный дом. А уже в 1909 году усадьбу купила вдова фабриканта и мецената Саввы Морозова. Савва Морозов был основателем купеческой династии Морозовых, который имел фабрики в Москве, в Тверской и Владимирской губернии. Кстати, фабрику и Морозовский городок мы с вами увидим, когда я буду снимать ролик в Твери. Я думаю, масштабы этого городка и условия, которые создал Морозов для своих рабочих именно, вас удивят. Поездка в Тверь входит в цикл ролика моего большого путешествия по малым городам России. Чтобы не пропустить ролики, обязательно подписывайтесь на канал. Возвращаемся к вдове Саввы Морозова. После смерти мужа она вышла замуж за московского градоначальника Рейнбота. И в период 1913-1915 года усадьба была реконструирована. В парке была построена водонапорная башня, хозяйственный двор. Давайте историю про именно саму усадьбу я продолжу, когда буду гулять возле нее. Это, ребят, отель на территории музея-заповедника. Здесь же и кафе есть. Называется он загородный отель «Усадьба Горки». Но мне надо пройти туда. Сейчас хочу пройти мимо монументов и попасть в киногородок. Детская площадка, футбольное поле, беседки. Но здесь, я думаю, знаете, отдых подойдет больше для тех, кто любит скучно проводить время. Да, реально. Кто любит спокойствие, не любит суету. Просто там поспать, наверное, до 10, выйти, погулять. Ну, по факту здесь заниматься-то нечем. Все достопримечательности, которые здесь представлены, вы обойдете за день, ну, на второй день оставите, а потом что-то делать. Просто, наверное, наслаждаться тишиной, отдыхом. Троянский конь. Маленький. Горки. Вот такая территория. Подхожу к аллее «Монументальная пропаганда в СССР». Посмотрим, чем пропаганда в СССР отличается от нынешней. И здесь список лиц, коим предложено поставить монументы в городе Москва и других городах РСФСР. Революционеры, Спартак, Тиберий, Брут, писатели, поэты Толстой. Давайте посмотрим сейчас. Вот она, аллея. Но там, по-моему, только Ленин, насколько я вижу. То есть аллея, дорога, и вот это должен быть киногородок. Но к нему мы сейчас вернемся. Сначала аллейка.
потом кино. Вот такой памятник, смотрите, во дворе этого дома 5 сентября 2020 года состоялась встреча Ленина с крестьянами деревни Богданово. То есть вот этот памятник, монумент должен был стоять, наверное, в деревне Богданово на улице. Либо он вообще уже сюда перемещен. Ленин охотился в этих местах. Памятный знак был установлен в 1980 году возле объекта Государственного исторического музея заповедника Горки Ленинские, дом лесника, тоже Богданово, где Ленин неоднократно бывал во время охоты. В 1990-х годах объект был разорен и сожжен. Смутные 90-е годы. Прям как революцию 17-го года. Сжигали дома купцов. Так, памятник Сталину. Дворец Советов. Вот Дворец Советов. Видите картинку? Какая она монументальная, какое здание. Снимать буду скоро фильм, видео про текстильщики. И тоже расскажу про этот дворец. А вот и Ленин. Ленин стоит. Ленин сидит. Ленин думает. В общем, тут много Ленина. 1974 год. Мрамор. Это, походу, карта мира. Похож чем-то на Мао Цзэдуна. Вот реально похож на китайского лидера. Прям даже вот поза похожа. Пиджак такой же, вот серьезно. Напишите, ребят, похож, нет? Бюст, 1980 год, бронза. Слушайте, в любых позах Ленин. И нога на ногу. Так, а тут что у нас? Кто не работает, тот не ест. Революция — вихрь, отбрасывающий назад всех сопротивляющихся. В общем, в разные лозунги. Дух разрушения, созидающий дух. Ребят, если что, на паузу ставьте и читайте, кому интересно. Тут все можно прочитать. Я уже не буду сам зачитывать это дело. Какой гуманный подход, Открытие памятника, 18-й год. 1900, вот, 32 год, мраморный. Ленин вождь. Здесь Ильич что-то пишет. 1935-1980 года. Это так долго его делали. Мраморный памятник. Что-то пишет тоже. Говорят, он был умным человеком, много читал. Но опять же, эта информация откуда? Из каких источников? Кто эти источники создавал? Но то, что прочитал, то вам и говорю. Так, здесь у нас Ленин. Видимо, на каком-то собрании читает речь. Неизвестный скульптор. 1950 год. Бронзовый. Что-то с глазами. Либо уже реставрации он требует, либо вот в таком состоянии его нашли, сюда перевезли. «1939 год. Очень много Ленина у нас сегодня в кадре. Сталин. И только один бюст Сталина. 1930 год. Цемент, крошка. То есть из цемента сделано. Ленин, наверное, бронзовый. Не указано. И, конечно же, Ленин и дети. Вот эту картинку я еще из детства помню. Ленин и дети. По-моему, в какой-то книжке, именно в книге, в учебном процессе я его читал и видел эту картинку.
Тут даже, смотрите, как будто бы что-то написано, шрифт выделяется. Все, на этом заканчивается экспозиция Ленина. И пойдемте с вами в киногородок. Вон он. Ребята, вот это и есть киногородок. Но здесь был пожар года 3 назад. И поэтому вот так все это дело выглядит. Остатки с правой стороны. И возможно вон там, где рабочие. Сейчас туда пройду, посмотрю, если там возможно зайти. Но вообще вот это и есть киногородок. Здесь снимали фильмы и сериалы. Нашел информацию, что здесь снимался сериал «Анна Детектив», «Дикая Лига» и «Легенда о Коловрате». В общем, а город представлял собой атмосферу 19 века. Должен был представлять. Но сейчас представляет собой пепелище. Кирпичи. И после пожара. Но мы с вами пойдем. Вижу, вон там вход. Возможно, есть ворота. Наверное, был вход в город 19 века. В общем, наверное, пока здесь делать нечего. Ну, хотя говорить еще рано. Сейчас зайду сначала туда. Там посмотрим. Но тут еще есть кинодеревня. Это на другой стороне этого комплекса. Туда мы тоже с вами дойдем. Это рабочие кричат. Мир всему миру, вся власть народу, вся земля народу. Пропагандистский лозунг. Так, а там что? Здесь вот дверь открыта. Давайте посмотрим, что там. Дверь какая-то. Ладно, не буду туда заходить. Пойдемте туда сейчас пройдем, посмотрим там. Вот так выглядит вход в город. И по левую сторону, видите, деревянные домики. Наверное, крестьянские дома. Территория. Здесь домики стоят за ограждением. Туда пройти нельзя. Короче, пока это здесь бомжатник на самом деле. Вот, честно говоря, вы сами все это видите. Без приукрас. В настоящий момент здесь делать нечего. Именно в киногородке. Но у нас с вами впереди прекрасный дом, усадьба. И еще посмотрим кинодеревню, что она из себя представляет. Здесь когда-то выпечку продавали. Может, и продают в выходные дни. Там бревенчатый дом, какие-то хозпостройки. Посмотрел на картах. Вот этот объект называется вокзал. То есть он представлял собой вокзал. Какие-то фильмы, наверное, и сцены тоже здесь снимали. Прибытие поезда уж точно не снимали. Но, наверное, может, внутри, либо когда выходили. Я не смотрел все эти сериалы и фильмы, которые я вам озвучил. Поэтому даже не могу сказать. Напишите, видели ли вы и смотрели вы эти фильмы. Ну и, соответственно, если вы их смотрели, значит, могли видеть весь этот антураж старого города. Какой-то шатер. Что за шатер? Расписано там все. Стася не нашего. 23-й год. Вот здесь была Стася не нашего. Теперь мы тоже знаем, что она здесь была. Ну, скорее всего, тоже какой-то реквизит. Это, наверное, какой-то мини-театр, что ли. В той стороне у нас киногородок. И здесь уже пошел хозяйственный корпус. И значит, рядышком, уже недалеко, за ним, в той стороне, главный дом усадьбы. Люди появились. Человека 3, наверное, уже встретил.
кто-то гуляет. Именно вот здесь. На аллейке-то больше народу ходило. Вот, видите, ансамбль усадьбы Горки. Это оранжерея начала 19 века. Ну, как я вам рассказывал... нет, я вам еще не рассказывал. Расскажу сейчас, туда выйдем, к главной усадьбе. Расскажу. В общем, здесь и деревья фруктовые, и малинники, в общем, ягоду, все тут выращивалось. Но об этом чуть-чуть попозже. Экотропа. Можно по ней пойти, а можно вот по этой дороге. Раз мы, ребят, уже почти дошли и уже начался хозяйственный корпус, вот эта водонапорная башня, давайте тогда начну историю про саму усадьбу. Ну и про Ленина, конечно. Без него здесь точно не обойдемся. В общем, в период 1913 по 1915 года усадьба была реконструирована. Построили водонапорную башню, хозяйственный двор, в парке были установлены беседки, конюшни построены. Был разбит большой фруктовый парк, вернее сад. Посадили 500 яблонь, 300 вишень. Потом были ягодники. В них выращивали смородину, клубнику, малину, ну и другие ягоды. А в оранжереях, вот которую мы с вами прошли, там выращивали цветы и экзотические фрукты. Здесь даже была своя молочная ферма. Пшеницу выращивали. Часть урожая поставляли в московские магазины. Так, а вход-то есть, нет? О, замечательно, вход открыт. А то я уже думал, что и вход сюда закрыт. Вот такая территория усадьбы. Что интересно, вот за этими хозпостройками, вот оранжереи тоже, там большой парк. И мне кажется, что там прям именно высажены вот эти фруктовые деревья. Потому что территория ограждена и там все закрыто. Может, конечно, с этой стороны можно будет пройти, но с той стороны все за забором. Ребят, я подхожу все ближе и ближе сюда. Здесь такой запах стоит. Прям фруктовый цветочный аромат. Я не знаю, что так пахнет. Может, вот эти желтые маленькие цветочки. Но вот это яблони точно. Но они еще не цветут. Но тут стоит такой запах непередаваемый. И вот тут оранжерея. Вот хозпостройки. И оранжереи. Но тут, наверное, смотреть нечего. Что-то когда-то здесь выращивали. Трубы, потому что вот идут. Да, точно, там сады. Улики стоят. Значит, мед еще пчелы дают. В общем, здесь такая достаточно развитая инфраструктура в плане садоводства. Есть мед, есть ягода, есть фруктовые деревья. Но туда мы, наверное, с вами не пойдем, потому что дорожки там нет, и я даже не понимаю, можно ли там ходить. Но и особо там делать, наверное, нечего. Посмотрим, может быть, с той стороны будет дорожка какая-нибудь между этими садами от главного дома усадьбы, и там пройдемся потом. Птицы заливаются. По левую сторону у меня уже главный дом усадьбы. 2 флигеля. Ох ты! А впереди это какой-то пруд. Точно, пруд. От беседки, видимо, забор. А там еще какая-то беседочка. Вон вдалеке. Красота. Реально очень красиво. И теперь самое главное, красотень, это вот главный дом усадьбы. Это у нас левый, северный флигель и южный флигель. А вон там водонапорная башня. Как вам дом? Я думаю, очень красивый. 6 колонн в центре.
Друзья, в общем, это круглый пруд называется. Там, кстати, еще какой-то водоем. Сверху было видно. Надо посмотреть, что там. А это грот. Но он вот в таком плачевном состоянии. Когда-то были ступени. Но вот эта штука может обвалиться. Поэтому туда я не полезу. По-моему, это вода там. В общем, он в плачевном состоянии. Остались только вот, как назвать-то, ограждение от этого грота. Наверное, может быть, здесь беседка была сверху. Пойдемте посмотрим, что там за озеро или второй пруд. Там наверху остался главный дом усадьбы. Удивительно, почему здесь нет уток. Обычно утки везде, где есть водоем. А здесь их нет. И здесь открывается вид то ли на реку, то ли что это. Или это тоже озеро какое. Это большой пруд. Понял. Это малый пруд, а это большой пруд. Друзья, водонапорная башня. С правой стороны южный флигель и главный дом усадьбы. И продолжу свой рассказ. В общем, после Октябрьской революции 1917 года усадьба стала резиденцией Ленина. Здесь он работал и жил около 2 лет. И именно благодаря ему можно сказать, что усадьба сохранилась в таком виде. В то время как другие дворянские усадьбы были либо разграблены, либо сожжены. После покушения на Ленина он здесь проживал постоянно и скончался в январе 1924 года. А это так называемая траурная аллея. И здесь в 1958 году была размещена вот эта скульптура «Смерть вождя». То есть мужчины несут Ленина. Знаете, она напоминает мне что-то такое вот готическое. А что вы думаете? Вот мне кажется, это готика. Ну, в стиле готики. Я еще прочитал, что было 2 варианта этой скульптуры. В первом варианте мужчины были обнажены, а второй вариант уже вот они одетые. И то вот этот вариант также был подвергнут критике из-за, наверное, как я и сказал, сходства с чем-то европейским, готическим. В общем, скульптура, наверное, была подвергнута критике, потому что веет какой-то иностранщиной. Это, короче, по-нашему сказали бы иностранный агент. Ой. В общем, после смерти в усадьбе проживала семья его брата Дмитрия Ильича. В 1943 году Дмитрий Ульянов умирает, и его семья покидает усадьбу. Но вдова Дмитрия хотела вывезти в Москву гарнитуры, посуду из серебра, фарфор. В общем, ей это не дали сделать. Еще прочитал такую историю, что как только сердце Ленина остановилось, то его жена велела остановить все часы в доме. И с этого времени часы в этом доме не заводят. Большая аллея. Похоже, здесь тоже какие-то фруктовые деревья растут. Еще прочитал такую статью. Эти статьи как раз таки были написаны где-то в 90-х годах, 91-й. В общем, когда после смерти Ильича люди приходили прощаться с вождем, то всю мебель, картины их накрывали чехлами. Также делали и после открытия музея.
Наверное, чтобы не разочаровать советского человека, как это Ленин жил в такой роскоши. Мы-то с вами умные, взрослые люди, понимаем, что вождь жил и питался как вождь. И под Петроградом он также в шалаше не жил, а был дом, а этот шалаш был рядом. И опять же были еще факты, именно указаны даже в газете в 1920 года, что там описывалась какая-то палатка. В общем, даже, возможно, и шалаша-то никакого не было. И прятался он там не один, а с Зиновьевым. В общем, вся правда спрятана под 7 замками. И нам, наверное, с вами ее не расскажут, чтобы не было еще больше вопросов. Потому что одни вопросы порождают другие вопросы. Вот она, кинодеревня. Все это, в принципе, в шаговой доступности. Если сюда приедете, я думаю, что часа 2 вам вот за глаза хватит здесь нагуляться, все посмотреть. Ну, это без учета посещения музея внутри именно. Пойдемте посмотрим, как выглядит деревня. Вот про эту деревню я информацию не нашел, какие здесь фильмы снимали. Может, кто-то из вас знает? Напишите. Самолеты летают. Тут же аэропорт Домодедово рядом. Вот они тут и летают. Вон там вдалеке маленькая избушка. Такая отбилась от основной деревни. Сама же деревня, вот она здесь сосредоточена прямо внутри. Еще давайте, ребят, скажу вам, какие здесь музеи есть. То есть, сейчас я залез на сайт. Сейчас зачитаю. На территории заповедника множество музеев. Так, усадьба Горки, главный дом, северный флигель, южный флигель, музей-кабинет и квартира Ленина в Кремле, музей крестьянского быта, мемориальный гараж. Вот такое. А, тут еще есть курган Вятичей. Ну, это в свободном доступе. Это можно прийти и так посмотреть. Мы с вами посмотрим чуть попозже. Всю информацию о ценах смотрите на официальном сайте. Вот первый дом. А интересно, туда заходить можно, нет? Оконце завешено каким-то белым материалом. О, открыто. Здесь пусто. Возможно, бомжи какие-то спят. Пивные бутылки. Ну да. Сомневаюсь, что здесь внутренний антураж как-то сохранен. Наверное, все-таки здесь важна была для фильмов внешняя картинка. А давайте еще в этот зайдем, посмотрим. Если здесь то же самое пусто, то в следующую уж точно бессмысленно заходить. Ну, в общем, вот так все это выглядит. Забор повалился. Главное, возле каждого домика, смотрите, дровишки наколоты. Это реально мертвая деревня. Вот так, наверное, выглядит и мертвая деревня. Когда я ездил в Тверскую область, Ярославскую, многие деревни на дороге у меня по пути вот что-то такое напоминают. Здесь прям, смотрите, большая усадьба. Какой-то такой прям зажиточный здесь жил. Колодец. Сено. Интересно, почему так все заброшено? Здесь же можно какие-то экскурсии проводить наверняка. Холодильник. Откуда здесь холодильник? Даже смотрите, крючок висит. Но правда он с другой стороны. Дверь-то с этой стороны открывается, а крючок свой. Так, а тут что-то еще есть. Шкаф стоит. Надо же, диван. Ох ты, боже мой. Что в крестьянском доме такое было? Печь есть, смотрите. Можно поджечь и греться здесь. Старый сервант. Вот так все это выглядит. Оконца.
Кузьма, домой! Ой. Пойдемте дальше. Здесь даже сделали загон для кроликов, наверное. Ну, понятно, кроликов здесь нет, но когда-то были, слушайте. Когда-то были. Это что-то такое раньше было, интересно. Тяжелое какое. Вот постарались же, вырезали все это дело. Ребят, что это за конструкция такая? Это вот вставлялось вот так. Что это такое? И сюда еще одна вставлялась. Не понимаю, что за конструкция. Ну, прикольно. Я думаю, с детьми здесь будет интересно походить. Просто побегать. Это, наверное, баня, может быть. Здесь пусто. Баня-предбанник. Возможно. Я в деревне никогда не жил. Поэтому напишите, что вы думаете, что здесь должно быть. Мне кажется, баня. Колодец, натаскал воды. Все, пошел мыться. Но здесь еще на улице есть колодец. Но очень много домов. И вот эта кинодеревня на самом деле даже лучше выглядит, чем тот киногородок, который мы с вами прошли. Здесь гораздо интересней. Мне даже самому стало интересно. Ну, тоже все в таком печальном состоянии. Ну, пойдемте еще там пройдемся. И будем выдвигаться дальше. Там в конце дом уже горел. Давайте еще сюда заглянем. Ага, здесь закрыли. С той стороны закрутили шурупами. Здесь мусор. Какое-то сено валяется. Дошел до табачной лавки. Я не курю и вам не советую. Но заглянем. Ох ты. В общем, тут какая-то свалка. Реквизит, наверное. Вот он, сгоревший дом. Прям весь сгорел. Основательно. Не восстановить. А вот этот, по-моему, самый такой дом. Тоже богатый. Крыльцо есть. Сейчас поднимусь, посмотрю, что здесь. Печка. Да, это самый большой дом. Тоже печь сделана. Капитально. Смотрите, какие прям бревна. Друзья, главный дом — усадьба. И вот это перед нами курганы Вятичей. Буквально 2-3 минуты идти. Кстати, там даже табличка об этом говорит. 100 метров идти 2-3 минуты. А здесь не один он. Раз, два, три, 4, 5. Вон тот самый большой. Здесь же можно прочитать об этих курганах, наверное. Тоже ставьте на паузу, кому интересно, и прочитайте. Вятичи появились на территории современного Подмосковья в VI-VIII веках. Вообще курганы — это что-то вроде могил. Посмотрите, на самом верхнем, на самом большом кургане дерево. Прям в центре дерева. Огромное дерево растет. А и здесь тоже так же. Интересно.
вот кто-нибудь вообще раскопки здесь проводил, нет? Ух, а тут еще больше, по-моему, это, наверное, вообще все курганы, что ли. В общем, погулять здесь интересно. Вот он, самый большой курган. Так, курганы Вятичей. Подобно другим славянам язычникам, Вятичи кремировали своих умерших сородичей. Вот так. Славянское погребальное сооружение. В общем, я гуляю среди могил. Маленькие, слушайте, их реально здесь очень много. Ребят, делитесь впечатлениями, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Я думаю, интересная сегодня прогулка получилась. Я получил большое удовольствие. Особенно мне понравилась деревня, кинодеревня. Это реально вот прям меня захватило. С удовольствием там полазил, как ребенок. Все, ребят, на этом буду заканчивать. С вас, как всегда, лайки, подписка на канал. Огромное спасибо, что смотрите, комментируете. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Все, ребят, всем пока.